Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? До конца 2025 года. Последние месяцы уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. А для вас, мои дорогие, это может быть такой переломный, судьбоносный момент, поскольку 9 ноября планета Уран выйдет из вашего знака зодиака, где она была предыдущие, ну так условно, 3 месяца, и вернется в знак зодиака Телец. Это пробудет еще до 26 апреля в Тельце, но предыдущие вот эти в районе 3 месяцев, плюс-минус, они вам могли показать те события, которыми, возможно, вам придется заниматься, когда с 27 апреля 26 года Уран окончательно на 7 лет поселится в вашем знаке зодиака в первом доме гороскопа. Уран, он все меняет. Поэтому вот такая прелюдия в несколько месяцев, она вам могла очертить траекторию, чем вам доведется заниматься на долгий период времени. Поэтому и перемены, по сути дела, на пороге. И вот давайте узнаем. Те события, которые нам раскроют карты пасьянса. На пороге каких перемен вы стоите или на пороге каких событий? То, что у нас произойдет до конца года, оно имеет принципиальное значение и может давать подсказки. Вот от чего нам нельзя отказаться или что мы не можем пропустить. Может быть, это какая-то информация, мы же можем так подумать, что ну это как-то показалось или не имеет вот сейчас большого значения. А задача продумать на более далекую траекторию. Ну, все имеет свой смысл, причину и следствие. И мы именно с этим можем столкнуться. Поэтому в зависимости от того, как тут либо разберется какое-то дело, либо с чем вы сами разберетесь, мои дорогие, от этого далекая дистанция будет зависеть. Итак, на пороге каких событий вы стоите, что случится или произойдет до конца года. Понятно, что у каждого здесь свое, поэтому будем реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Есть какие-то переживания, может быть, это вы что-то хотите осуществить. И вот смотрите, исполнение желаний. Вот так вот прямо сразу. Корабль — один из символов Меркурия, это где-то ваша планета-управитель, и в нашем пасьянсе это просто исполнение желания. Ну, а еще это, если как символ рассматриваем, это символ перемен, мои дорогие. Может быть, это будет касаться взаимоотношений, потому что, смотрите, перемены и кольцо — это какой-то прочный союз. Именно союз с тем человеком, которого вы знаете. Идем дальше. Есть и ожидания. Может быть, ожидание встречи. Ну, давайте продолжим. Ожидание победы. Вот, кстати, флаг — это победа, а именно листва у нас говорит об ожидании. Или, может быть, ожидание каких-то согласований, получения документов у каждого свое. Где-то в целом может быть такое относительно спокойное течение жизни. И я бы сказала, добрые перемены, мои дорогие, на пороге. Вот что вас спешит и в вашу жизнь, и на ваш порог. А еще что спешит в вашу жизнь или на пороге каких событий? Смотрите, волшебно прямо-таки. Добрые перемены, благополучие, полное исполнение желаний. Ну уж насколько полное не мне судить, но тем не менее мы говорим о значениях пасьянса. Корабль — исполнение желания, исполнение желаний. Волшебно, мне даже нечего сказать, прочный союз. И знаете, до конца года наша задача каждого из нас, ну а вас особенно, с учетом и планеты, управитель Меркурий, но еще и заодно то, что Уран-то все-таки в
в прогрессе будет в вашем знаке зодиака, и в вашем знаке зодиака как раз Уран себя чувствует максимально комфортно, потому что так немножко ему было сложновато в Тельце. Телец, он такой более стабильный, а вы как раз к переменам очень восприимчивы. Вообще волшебный расклад, потому что, посмотрите, исполнение желаний, прочный союз, победа. Ну, может быть, есть элемент ожидания, не без этого. У кого-то документы или, ну, добрые дела наспех не делаются. Добрые перемены сами по себе выпали, благополучие и полное исполнение желаний. Но вы можете где-то переживать, получится что-то у вас осуществить или нет. То я тут вижу, что да, конечно. Ну уж на сколько процентов мне сложно тут судить, но судя даже потому, что выпало, вы останетесь довольны, мои дорогие. Факт. И в нашем пасьянсе мы можем складывать значения, которые оказались в крайних рядах, по вертикали и по горизонтали. Вот я смотрю, что у вас тут еще совпало. Но я не вижу совпадений. Поэтому мы пойдем с вами дальше. И так неплохо. Хотя можно сказать, что нам все уже сказали, но тем не менее. Хочу достать еще 3 карты. Что прояснится? С учетом вот ожидания вот этой листвы. Что прояснится? Это будет первая карта. Что уйдет? Или что вы завершите или откажетесь от чего сами? И третья карта. Что же будет дальше? Или что нового идет в вашу жизнь? Давайте будем открывать первую карту. Но это уже новое. По этой карте мы сдаем жизненный экзамен. Но это так в целом. Вообще по этой карте мы раскрываем свои таланты. Мы чему-то учимся. Мы решаем строить карьеру. Но мы все же понимаем, что нам не хватает знаний. И знаете, чтобы мы тут, допустим, не решили изучать, каким-то образом это будет помогать. У кого-то изучение языков, для кого-то желание видеть мир, у кого-то получить права на вождение автомобиля, да. Вот все вот эти дополнения, они будут делать вас более ресурсными на рынке труда. Все же у нас карта пентаклевая, и это не просто мы что-то делаем из любопытства, а когда это имеет свой какой-то разумный смысл, мы потом это перекладываем буквально на практику и в итоге получаем финансы. Ладно, так что же прояснится? Может быть, по части продолжения какого-то. Вообще тройка – это всегда карта будущего. И у вас 2 тройки. Но, может быть, вот это ожидание. Тут ведь тоже нам девушка показана, которая стоит. Да, уже серфинг под мышкой, уже ждет волну. Но это, знаете, как она проанализировать хочет, все ли она с собой взяла в будущее, хотя карта говорит, идет налегке. Ну вот что прояснится? По части будущих каких-то моментов и закрытия прошлых, кстати. По десятке жезлов тоже. Знаете, может быть, будет такой период еще у вас до конца года, когда потребуется много согласований. Может быть, и каких-то дорог, важных встреч. Карта говорит о том, что если много будет физической активности, то вы это выдержите. Единственный момент. Карта говорит, что прояснится. Так вот, уставшие люди делают ошибки, а усталость тоже идет по этой карте. Поэтому вам в каком-то деле или при выборе, может быть, чего-то нельзя ошибиться. Правильно понять, может быть, так рационально в свои возможности, что буквально, может быть, у вас сейчас более продуктивно получится сделать, организовать или куда-то отправиться. Тут именно на вашей цели достижения нужно направить силы. И одновременно карта говорит, делегируй те задачи, которые ты берешь на себя, а вообще-то их должны делать кто-то другие. По пятерке пентаклей тут нельзя, с одной стороны, ну, обострить какой-то конфликт, договариваться придется, потому что пятерка пентаклей – это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Может быть, и есть какие-то нерешенные темы, вопросы, которые вам самим хочется уже быстрее, как освободиться. И тогда вот что прояснится? Какая-то, значит,
Явно давняя история, которая достаточно запутанная. Она не теперь создалась, не буквально вот перед самым концом Нового года, а она где-то там имела начало прежде. И вот вам нужно будет решить эти вопросы. И именно так, что и договариваться придется, и просчитывать что-то по финансам. Но по части взаимоотношений, да, вы закрываете в прошлое дверь. По части взаимоотношений или каких-то контактов явно тут будет, с одной стороны, что-то завершено, а что-то продолжено. Здесь нет чего-то такого четкого, однозначного. Мелкие достаточно карты. Единственное знаковое– это 2 тройки, потому что это всегда карта будущего. А десятки 2– это 2 завершения. В середине недостаток вот этот выпал. И поэтому это какие-то рациональные решения, может быть. Кто идет со мной? С кем я готов продолжать и контакты, дружбу, взаимоотношения, или это будет касаться вопросов работы. И знаете, тут, с одной стороны, вы сами должны определиться, куда вас зовет ваша душа. Это будет важно, потому что нужно заниматься тем, что нам нравится. Ну и как и жезлы, так и пентакли. Дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Ваше окружение будет оказывать влияние на вас. Поэтому самое время, если мы говорим, что до конца года выстроить правильные социальные связи. Я допускаю, что вы можете как раз сами вернуть каких-то людей, если вы придете к выводу, что ну нет, все же, ну пусть мне там в каких-то ситуациях, позициях мне это не нравится, а тем не менее вот какие-то контакты могут быть продолжены. То есть вы рационально будете насчет чего-то решать. Но тут я вижу, что некоторые процессы, это как будто от вас независящее, тоже может завершаться. На вас будет очень много людей воздействовать, да, 7 жезлов, когда, ну, все то, что я говорила по десятке, вот по 2 даже этим десяткам, нашу девушку 7 жезлов пытается, ну, или героя, у кого эти жезлы в руках, буквально достать. Она сохраняет свой собственный дзен. Мы рискуем потратить силы на то, что, в принципе, ну, для нас не будет прогрессом. Решение, что прояснится. По финансовой вашей составляющей что-то прояснится. Или вы можете закрыть некоторые финансовые вопросы. Можете решить что-то и по работе на дальнейший период времени. У кого-то это может быть смена работы, у кого-то, опять же, откуда приходят деньги. Мы все по-разному зарабатываем. У кого-то это работа на дому, вполне вероятно. Или это тот процесс обучения, который вас должен к чему-то в последующем привести. Здесь как высшие силы помогают. Но все же эта карта будет говорить, с одной стороны, о том, что деньги есть, деньги будут, или финансовая история, но она как-то так разворачивается для вас с большими плюсами. Но и с другой стороны, считать деньги придется. Потому что по этой карте нам тоже говорят, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Явно финансовая сфера требует вашего внимания. Может быть, это у кого-то будет еще одновременно связано с вашими планами не честолюбивыми, а планами, когда вам хочется чем-то заниматься. Именно к чему стремится ваша душа или от чего поет ваша душа. Ну, правда, когда мы занимаемся любимым делом, ну, у нас тогда нет ощущения, что мы словно ходим на работу, как на каторгу. Вот, видимо, для вас это будет очень важно. Но есть повод для радости. И я смело могу сказать, что прояснится. Тут у каждого свой вопрос. Но он будет связан, может быть, и с документами, кстати, или с какими-то важными бумагами, и вашей деятельностью. И одновременно это в целом финансы. Есть и исполнение желаний, есть и полное исполнение желаний. Но какая-то запутанная тема явно прояснится. Ладно, что уйдет, или от чего вы откажетесь сами, или завершите. Какой-то застой, хочется сказать, 4 пентаклей. Ух ты, а тут нам говорят о колесе фортуны. Вот давайте я решила сделать такой сюрприз. Ага. По верховной жрице слушай свою интуицию. Наверное, это все то, что я только что сказала. Вот смотрите, 2 старших аркана. Ну, как будто карты говорят, что если вы отказываетесь, да, от чего-то, вам как пространство будет подсказывать. Всегда старшие арканы– это воздействие извне.
Так вот, для вас, мои дорогие близнецы, если какая-то ситуация, ну, как близится к завершению, или, а, знаете, подсказкой к вам приходит, что ты должен этот вопрос пересмотреть и расставить все по местам, как все точки над «и». Навести, внести, точнее, какую-то ясность. Или какое-то время вы даже будете еще продолжать заниматься тем или иным вопросом, но это идет к финалу. Значит, нужно красиво завершить. Ведь это карта независимости. Независимого человека, но тот, который никому ничего не доказывает. Конечно, интуиция вам будет помогать, потому что вы можете столкнуться с такими ситуациями, которые логике не поддаются. И вот в данном случае подсознание, шестое чувство вам буквально помогает. Есть, безусловно, и по колесу фортуны, как помощь, опять же, высших сил. Сама фортуна вам будет где-то в помощь. Но если мы говорим, что завершится, вот был какой-то застой, да, а здесь есть и тема, которую вы продумываете. Так вот, будут какие-то события извне, когда вам нужно быстро действовать. И мы наперед не можем просчитать, вы это завершите или это продолжите. Что вы завершите? Ну, у кого-то это могут быть и по части отношений, конечно, пересмотр. А у кого-то это может быть и когда вы дома делаете ремонт. Все-таки десятка чаш иногда говорит, конечно, о наших близких, но она будет говорить и о том, что мы дома что-то меняем. То есть это и домочадцы, и буквально стены. У кого-то вопрос будет касаться переезда. И вот тут какая-то перерокировка явно у вас намечается, мои дорогие. Может быть, это вы на что-то не решались, а здесь вы решитесь. Здесь какой-то сложный вопрос вы будете решать. Но с учетом очень добрых карт. Может быть, этот запутанный вопрос или сложный, или то, чем вы занимались долгое время, или наоборот, то, что стояло на паузе. А возможно, даже это то, от чего вы отказались или думали, что вообще этот процесс, он уже как бы завершился, закончился. Но тут нет. Тогда с учетом колеса фортуны тут может, ну так вот развернуться могут события, когда вам какой-то дежавю или что-то из прошлого тоже возвращается, и вам придется что-то передумать, переиграть. От чего вы откажетесь сами? Ну, по аркану Солнца идет эгоизм, мои дорогие, вообще в первую очередь. И ясность. Вот от ясности нельзя никак отказываться. Вот интересно, смотрите. Вам правда нужно будет делать какой-то очень серьезный выбор, судьбоносный. Может быть, не так и просто. И вот эта четверка пентаклей будет говорить тогда вам: сохраняй самого себя. Самого себя — это не значит бездействовать. Но слушайте, понятно, интуицию, потому что раз выпала Верховная Жрица, явно есть что-то запутанное, что-то тайное. Но если мы спросили, что завершится, то тайны какие-то завершатся до конца года. Это точно. Может быть, вы это и сами уже подведете к итогу. А если все же у нас три старших аркана говорят о том, что ситуация подходит какая-то к итогу, тогда, мои дорогие, чтобы эго нам не помешало, вам, мои дорогие близнецы. Потому что тут действительно прояснение будет. Но иногда по аркану Солнца, когда мы, знаете, себе так говорим, что ну нет, вот будет или так, или больше никак. И в этом мы совершаем ошибку. А как нужно? Давайте-ка карту совет. Вы выбираете на долгий период времени. До конца года вы какие-то очень важные можете согласования, решения или какой-то жизненный выбор. Почему так? Если карта Солнца — это выбор правильного направления. Вот здесь будет важно от чего-то не отказаться. Да, я могу допустить даже так, когда вы можете словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И это то, чем вы будете заниматься, будет отличаться от предыдущего периода, потому что вы как будете
ну, дорога к вашему свету, к вашему солнцу. То, что вам активно, может быть, придется осуществлять в течение полугода, 6-8 месяцев. Это более короткий период. Редко так и совпадает. А если 6-8 месяцев карта Солнца, а карта Звезда, это лет 10-20. Это как по Плутону. Вот у вас до конца 2025 как две эпохи встречаются. Вы определяетесь не просто, ну, с таким чем-то малозначимым или на сегодняшний момент. Будьте внимательны к тому, что вы обещаете, что вы подписываете, кому даете согласие, за кого берете, ну, может быть, обязательства. Но и не отказаться же от чего-то тоже. Может быть, какие-то правильные перерокировки все-таки придется делать, потому что у каждого тут по-своему. Я даже больше не буду тянуть карт. Карта, если как совет вам говорит, ты смотри на расстояние. Ты немножко дальше должен видеть от того момента, где ты сейчас находишься. Поэтому я и начала вот этот разговор. Насколько важен период именно до конца 2025 года. Вы строите свое благополучие, свои возможности на долгий период времени. И от того, какой выбор вы сделаете, от этого будет зависеть ваше качество жизни. Да, может быть, хочется сделать по четверке пентаклей по-своему. Или иногда по четверке пентаклей вообще не хочу ничего менять. Ведь это карта жадины. Может быть, и буквально не готов делиться, а кому-то придется... Мы ведь все разные, может, у кого-то споры в судах. И тогда перерокировка будет нужна, необходима для того, чтобы вот тут как будто и фортуна помогает. Тогда и вам нужно, ну, быть более гибче, мои дорогие. По фортуне обязательно гибким надо быть, ведь это есть сам по себе баланс. Баланс, который, вот как эта девушка, на цыпочках, на вращающемся колесе, танцует волшебный танец. И она счастлива. Может быть, быстро перестраиваться, быстро находить информацию, быстро, ну, как вот что-то переиграть, переиначить. Именно в разрезе того, что вам предлагает Вселенная или обстановка вокруг вас. Вот то дело, которым вы заняты, потому что это будет означать, ну, вот знаете, мы не можем что-то переиграть, понимаете, на потом оставить, что «а подумаю завтра», или «а подумаю об этом когда-то позже», или «оно само разберется». Нет, тут не будет, мои дорогие, генеральной репетиции. Здесь сразу же мы как пишем нашу историю судьбы, набело. Поэтому если и переигрывать, то только до конца года. И то с учетом тех событий, которые именно у вас и складываются, может быть, где-то конец октября, ноябрь и декабрь. А я бы сказала, декабрь там, ну, там сложнее. Кульминационный месяц. Это может быть как раз ноябрь или самый конец октября. Поэтому я и пишу это видео несколько раньше. Хотя намеревалась это сделать позже. Что нового или что будет дальше? Но обновление по семерке пентаклей, да, есть в этом ожидание, кстати, в этой карте, но чаще со знаком плюс это когда мы ждем какого-то регламента, важной бумаги, документа. Ведь нам показано денежное дерево. Молодой человек за ним ухаживает. Вот мы ухаживаем буквально за нашими целями, намерениями. Нам придется, ну, как-то быть более вдумчивыми. Потому что, ну, нельзя сделать на авось, я уже говорила об этом. Придется делать выбор. Придется... И выбор этот как бы сделать может не так просто. Придется делать выбор, может быть, не так, как прежде, а совершенно по-другому. Если по пятерке жезлов здесь будет еще и много информации, причем информация может быть сбивчивая. Здесь, как и самому, повторюсь, наверное, но карта может говорить о том, что, как и люди могут быть в нашей жизни, которые ненадежные. Сегодня он думает так, а завтра утром он думает иначе. Он нам что-то пообещал утром, а к вечеру он о нас забыл. Или приходит сбивчивый поток информации, когда вам нужно дополнительную найти и отделить зерна от плевел, что же там истина, а что там фейк. Вот так буквально разобраться. Может быть, для вас в данном случае семерка пентаклей говорит, что
Да, выбор делать нужно, но как бы информацию перепроверять. Или это осознанный выбор, и тогда будет четверка жезлов, праздник после победы, у кого-то согласование. По семье, по дому. Это все то, что где-то я говорила по поводу семьи, десятка чаш. Но праздник, победа, она как будто уже есть, что идет нового в вашу жизнь. Но это вы сами. Видимо, рациональное мышление вам тоже помогает. Может быть, вам потребуется консультация специалиста. У кого-то иногда эти карты, вот именно мечевые, особенно король мечей, персональные как бы, да, карты, потому что персону обозначают. Это идут специалисты, как юристы, так и адвокаты. У кого-то это может быть узкие специалисты, или дома мы тут что-то обустраиваем, и нам потребуется такой знающий специалист. Врачи у нас идут, или идут люди в погонах. Погоны, кстати, бывают разные, не обязательно это будут военные. Но меня, тем не менее, смотрят люди из разных стран. У кого-то эта ситуация именно с войной может быть связана, к сожалению. И вот здесь вам все равно, посмотрите, с одной стороны, это ваша карта. Для вас нет ничего невозможного. Поэтому ведь ваш знак зодиака, все, наверное, воздушные знаки, это интеллект, мои дорогие мечи, это интеллект. Поэтому и рационализм. Есть вот так вот, что мы должны обдумать без эмоций и решить для себя, как чтобы это согласовывалось с законом или с каким-то получением документа, и в то же время рационально, насколько это может иметь какой-то прогресс или перспективу. Иными словами, вот этот праздник будет, и победа будет, когда вы примете какое-то очень важное решение. Может быть, и к вам, кстати, будут обращаться за помощью. Я этого тоже не исключаю. И вам, может быть, придется, вот как эта семерка жезлов, от этой помощи, от ряда, кому-то уходить, отказывать, как будто, да, я такое допускаю, а с кем-то, наоборот, продолжить. Тут явно есть какая-то перезагрузка, мои дорогие близнецы. Давайте карту совет. Ну, вот все то, что нам говорили до этого времени, вообще эта карта тоже успеха, мои дорогие. Успеха, которому вы, мои дорогие, мчитесь на этой колеснице так вот, иносказательно, да? Это когда, не оглядываясь назад, тебе отсюда полный вперед. Может быть, и много поездок, согласований. Для кого-то из вас вообще перемещение куда-то далеко. Может быть, и быстро придется и анализировать что-то, и согласовывать одновременно. Но меняется вот именно до конца года все то, что я говорила вот по этим двум картам. Поэтому и очень символично, что у вас выпадают такие аркана, как и шестерка, обратите внимание, да? Пентакли, помощь высших сил. Буквально так складывается для вас. Как и праздник после победы. Ну, карта дома, карта семьи, карта радости и счастья, и ясности, да? Тут многие вопросы вы можете прояснять, потому что именно вы должны быть счастливы. Но не все так однозначно, потому что не случайно, наверное, экзамен, да? И у кого-то это буквально экзамен, но я бы сказала, для большинства из вас сам по себе выбор, он может быть сложным, вот с этими переживаниями, и это будет тоже как экзамен. Вы пишете свою историю набело. И каждый день для вас имеет смысл. Для вас доброе время, когда вам словно сама фортуна приходит на помощь. Но и сами-то не должны бездействовать. И от самих потребуется рационализм, чтобы сделать что-то для самого себя красиво и правильно. И получить вот это новое качество жизни. Много старших арканов, много таких позитивных карт, когда я действительно, вот как по картам пасьянса, началось с исполнения желаний, а завершился пасьянс полным исполнением желания, и карты Таро это подтверждают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.